Неожиданный удар по войскам. Украинские воины перехватили инициативу. Армия пошла в контратаку. Власти РФ объявили о срочной эвакуации, но вдруг передумали, что пошло не по плану. Цифра астрономическая. В России проговорились о потерях. Кто разболтал военную тайну Кремля? Недобитый режим играет в старые игры. Диктатор нейтрализован, но его силовики взялись за любимое дело прямо под носом у Вашингтона. Самый богатый человек на Земле начал мыслить пятилетками. Озвучен план освоения космоса с конкретными сроками. Об этих и других событиях к вечеру понедельника, 9 февраля. Факты, которые имеют значение. Новости Нехта. Коротко и по делу. Недолго музыка играла. Силы обороны Украины отбили у оккупантов важный населенный пункт в Харьковской области. Над Чугуновкой снова взвился желто-голубой флаг. Видеоотчет опубликовал 16-й армейский корпус ВСУ. По данным украинских военных, россияне попытались скрытно прорваться через оборонительные позиции, воспользовавшись сложными погодными условиями, но разведывательные дроны вовремя обнаружили захватчиков, после чего стрелковая специализированная рота «Шквал» провела зачистку. Часть россиян попала в плен. Наследники Дзержинского в очередной раз продемонстрировали, что столетние традиции не забыты. Российские чекисты обнаружили в покушении на генерала Алексеева уже не только украинский, но и польский след. Об этом, как в старые недобрые времена, ФСБ уполномочил заявить ТАСС. Корба завербован в августе 2025 года в Тернополе. Вербовка шла при содействии польских спецслужб. В ней использовали его сына, гражданина Польши Любаша Корбу, который живет в городе Катовице. К текстовому сообщению по традиции приложили и признание подозреваемых. В августе 2025 года я был завербован сотрудниками СБУ и направлен в город Москва. Он обратился ко мне с просьбой оказать ему содействие в съеме временного жилья конспиративной квартиры и приобретении проездных документов в городе Москва, о чем я искренне раскаиваюсь. Поразительно, но польский след можно обнаружить и у самой ФСБ. Портреты основателя этой организации, которая первоначально называлась ВЧК, до сих пор висят у них в каждом кабинете. Те действия, которые наши энергетики, тепловики предпринимали последние двое суток, пока не приводят к долгожданному результату. Накануне он заявлял о начале срочной эвакуации детей и стариков, а сегодня вдруг передумал. Губернатор Белгородской области выступил с новым заявлением. По выезду за пределы, по тем категориям, которые были названы вчера, абсолютно очевидно, что необходимость в данных решениях на сегодняшний день отсутствует. Будет ситуация меняться, будем принимать аналогичные решения. Теперь Гладков утверждает, что благодаря действиям энергетиков и помощи из Москвы восстановить подачу тепла в городе якобы удалось. Хотя 80% свежего обращения путинского назначенца говорит о том, что десятки домов до сих пор не подключены к теплу, а в остальных так холодно, что детей советуют отправить в школы погреться. Может, просто что-то или кто-то заставили Гладкова отменить эвакуацию? Как думаете? Чего-чего, а умение находить среди западных политиков, экспертов и журналистов Путин-Ферштейров у Кремля всегда получалось неплохо. И вот провал. Большинство населения в одной из ключевых стран понимает, кто жертва, а кто агрессор в самой большой европейской войне. Как показывает опрос для издания Bild, 52% граждан Германии считают, что Запад должен увеличить поддержку Украины, если Россия откажется от прекращения огня и реальных мирных переговоров. При этом 35% немцев выступают за прекращение поддержки Украины. Раскол в обществе никуда не делся. Российские губернаторы боятся за свою жизнь. С начала полномасштабного вторжения в Украину расходы регионов на безопасность глав субъектов заметно выросли, пишут «Ведомости» со ссылкой на анализ госзакупок. Если в 2021 году на охрану губернаторов потратили менее 60 миллионов рублей, то в 2022 уже в 1,5 раза выше, а в прошлом уже почти в 2 раза больше, чем до начала так называемой СВО. Деньги уходят в основном Росгвардии.
ведомству старого подельника Путина Виктора Золотова. Например, охрана губернатора прифронтовой Брянской области обошлась бюджету почти в 8,5 миллионов рублей в год. Круглосуточное сопровождение, маршруты передвижения, особый режим на объектах. По словам экспертов, рисков стало больше, особенно в приграничных регионах. А число доступных охранников, наоборот, сократилось. Часть ушла на фронт. Но спокойный сон главы Калмыкии, которая находится в тысячах километров от Украины, обошлась заметно дороже, более 10 миллионов. И тут уже напрашивается вопрос, кого путинские губернаторы боятся больше, ВСУ или того самого русского бунта, которым часто завершаются неудачные военные авантюры русских царей. Новый смертоносный удар России в Одессе. В результате атаки российских дронов погиб мужчина. Еще 2 человека получили ранения. Повреждены жилые дома, в том числе 24-этажное здание и инфраструктура. В городе возникли пожары, пострадали автомобили, коммуникации. Это была прицельная ночная атака по гражданским кварталам. В Харьковской области еще трагичнее. В Богодухове дроны убили женщину и ребенка. Еще 3 человека ранены. Удары пришлись по жилой застройке. Люди спали у себя дома. Но в городе Северском в Черниговской области тоже есть погибшие и 4 раненых. В Днепропетровской области, в поселке Шахтерское Синельниковского района пострадали 9 человек. Цель опять гражданская. В результате удара загорелся 3-этажный жилой дом. Параллельно Россия атаковала энергетику. В Волынской области под удар попала высоковольтная подстанция возле Нововолынска. Более 80 тысяч человек остались без света. Вода и очистные сооружения работают на генераторах, часть котельных тоже. Всего в эту ночь россияне атаковали Украину 11 баллистическими ракетами и почти 150 дронами. Цифра астрономическая. Стало известно, в какую сумму оцениваются убытки российских нефтяных компаний от атак украинских дронов на нефтеперерабатывающие заводы. Военную тайну разболтал замглавы страхового брокера Мейнс Евгений Боровиков в интервью «Коммерсанту». Прямой ущерб от ударов БПЛА более 100 миллиардов рублей. Если добавить потерянную прибыль и косвенные потери, счет идет на триллион. По данным СБУ, только за прошлый год Украина нанесла около 160 результативных ударов по объектам нефтедобычи и переработки в России. Все готово к удару по Ирану. У военных есть несколько вариантов плана, только речь не о США. Израиль предупредил Вашингтон, что готов самостоятельно нанести удар по объектам иранской ракетной программы. Об этом пишет Иерусалим-Пост со ссылкой на источники в израильских силовых структурах. По их словам, производство баллистических ракет в Иране Тель-Авив рассматривает как экзистенциальную угрозу. Израильтяне прямо дали понять США, если Иран перейдет красную линию, удар будет нанесен даже без американской поддержки. Военные Израиля уже представили США несколько планов уничтожения иранских ракетных объектов. В текущий момент они называют исторической возможностью. При этом в Тель-Авиве опасаются, что США в случае конфликта ограничатся символическими ударами. Есть опасения, что Вашингтон может выбрать несколько целей, объявить об успехе и оставить Израиль разбираться с последствиями. Уже в среду Биньямин Нетаньяху срочно летит в США на встречу с Дональдом Трампом. Эта встреча должна была пройти 18 февраля, но по просьбе израильского премьера ее перенесли на неделю раньше. Историческая победа. Либерально-демократическая партия во главе с премьер-министром Санае Такаити одержала сокрушительную победу на внеочередных выборах в Японии. ЛДП получила 316 из 465 мест в Нижней палате парламента. Это лучший результат в истории партии. Фактически Такаити получила полный контроль над парламентом. Вместе с партнером по коалиции, партией инноваций, правящий блок взял более 2/3 мандатов. И это ключевой порог. Он позволяет правительству без оглядки на оппозицию продвигать законы и даже менять правила игры, включая конституционные инициативы. Первая в истории Японии женщина-премьер обещает снизить налоги и резко увеличить военные расходы, прежде всего для сдерживания Китая. Япония, которая за последние десятилетия привыкла к чехарде премьеров и правительств, входит в новую политическую фазу: сильная власть, жесткая линия и минимум сдержек.
Недобитый режим Мадуро играет в игры. На словах амнистия, на деле все иначе. Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо заявила, что ее соратника Хуана Пабло Гуанипу похитили всего через несколько часов после освобождения из тюрьмы. По ее словам, в Каракасе его силой увезли вооруженные мужчины в гражданском, прибывшие на 4 автомобилях. «Мы требуем его немедленного освобождения», написала Мачадо в соцсети X. Слова Мачадо подтвердил и сын оппозиционера. Я хочу предупредить весь мир о том, что моего отца снова похитили. Я немедленно требую доказательств того, что он жив, и возлагаю на режим полную ответственность за все, что с ним случится. Хватит этих репрессий. Накануне правозащитники и семьи оппозиционеров сообщили об освобождении как минимум 35 политзаключенных, включая Гуанипу и других известных оппонентов режима. По данным правозащитной организации Форо Пенал, с начала января власти Венесуэлы освободили 383 узника, хотя соратница Мадуро, исполняющая обязанности президента страны Делси Родригес, заявляла об освобождении более чем 600 политзаключенных, а также обещала полную амнистию всех пострадавших от рук режима за последние 27 лет. Есть ли жизнь на Марсе? Ответ на этот вопрос скоро будет положительным. Илон Маск обозначил временные перспективы. Основатель SpaceX заявил в своем новом посте в соцсети X, что саморазвивающиеся города за пределами Земли возникнут уже в течение ближайших 10 лет. Правда, ранее одержимый красной планетой Маск сменил приоритет. Теперь это Луна. По словам предпринимателя-визионера, туда скоро можно будет летать хоть каждые 10 дней. Дорога займет всего 2 суток. Для сравнения, к Марсу окна запусков открываются раз в 26 месяцев, а перелет будет длиться около полугода. Маск считает, что первые результаты лунного проекта будут заметны уже через 10 лет. Марс – история минимум на 20 лет вперед. При этом SpaceX будет также стремиться построить город на Марсе и начнет это делать примерно через 5-7 лет, но первостепенной задачей является обеспечение будущего цивилизации, а Луна – более быстрый путь. Параллельно к освоению Луны готовится и НАСА. Программа Артемида должна вернуть американских астронавтов на спутник Земли впервые за 50 лет. Очередной запуск миссии уже не раз переносили, сейчас его ожидают в начале марта. Где Москва готовит новый плацдарм для нападения? За что Россия готова платить украинцам по 10 тысяч гривен? Какая крупная страна присоединилась к охоте на теневой флот и уже задержала несколько танкеров? Об этом мы рассказывали вам в прошлом выпуске. Посмотрите, если не видели. Увидимся уже утром.